Добрый день, дорогие тельцы! Добро пожаловать на мой канал. И в этом видео я расскажу ваш гороскоп на май 2024 года. Знаю, мои дорогие, что хочется вам провести этот месяц степенно, вальяжно, легко, расслабленно. Но, мои дорогие, этот месяц обещает быть продуктивным, активным. Месяц, когда от вас необходимо будет принять решение, начать действовать, действовать в свое будущее. При этом я хочу сказать, что не будет столько отягощающих обстоятельств, которые были в апреле. Кстати, напишите в апреле, как он у вас случился, что произошло, что смогли, что не получилось, потому что апрель на самом деле был сложный. И здесь, конечно же, нужно понимать, что май, он не будет таким сложным, но он будет никаким, если вы ничего не будете делать. Если вы проведете время праздно, отдыхая, да, конечно, вы поправите здоровье, полегчает, вы расслабитесь, но с точки зрения продуктивности, потому что вторая половина месяца, она будет очень классная. Она будет очень классная, она будет более расслабленной, она будет не напряженной, и работать в таком темпе одно удовольствие именно для вас. Но первая половина месяца, она будет динамичной. У нас в первой неделе мая разворачивается Плутон, и в этот момент он как раз-таки при развороте делает квадратуру к Венере, поэтому, конечно же, первая неделя мая будет по-всякому вас настраивать на работу. Будет ощущение борьбы, направленное с точки зрения деньгозарабатывания, на улучшение своего материального состояния. Здесь, конечно же, нужно понимать, что это время нужно не упустить, когда захочется, потому что очень сильно захочется залениться, праздники, первые лучики солнца, тепла, расслабленное настроение. Поэтому да, ребята, это время, конечно же, тем более еще когда обстоятельства будут подводить к тому, чтобы работать и трудиться, конечно, было бы классно для реализации. Это первая неделя мая. При этом у нас с наступлением мая Марс переходит из Рыб в Овна. Здесь вообще активное, мощное движение. Делай, не хочу. Желание, действия, амбиции. Все это хорошо, все это прекрасно. Ну и, конечно же, Венера в Тельце. Венера в Тельце с самого начала мая, да, делает квадратуру к Плутону, но все же это ваша обитель, Тельцовская Венера. Это когда все, казалось бы, на своих местах. И здесь, конечно же, вы прекрасно понимаете, чего вы хотите, вы понимаете, сколько вы хотите, зачем вам это надо, да, и вообще, в принципе, какой уровень благосостояния вы рассчитываете, и это нормально. Здесь главное понимать. Тем не менее, первая неделя мая, она такая, да, уходящая, я бы так сказала, настроение, потому что 8 мая у нас с вами новолуние, и начинается новый лунный цикл. И представляете, новолуние у нас тоже в Тельце. И здесь прекрасная, хорошая, отличная комбинация для того, чтобы что-то делать, проявлять себя активно, делать работу, наметить себе продуктивный план на месяц, потому что месяц выдается на самом деле такой очень активный. Если делать по чуть-чуть, даже если делать рывками, то тоже будет очень хорошо. Хуже всего будет, если не делать, потому что все те, кто не делают, конечно же, в конечном итоге поймут, что месяц был пропущен зря. Это одно дело, когда не делали в апреле, да, когда в апреле не делали, месяц, я бы так сказала, раскатывал по настроению. А в мае это будет просто упущенные возможности, никто вам не постучится и не скажет а-та-та. Ну, эта энергия будет заметна, это ощущение будет заметно летом, когда развернется Сатурн, когда развернется Уран, Нептун. Но Уран развернется к осени, а Нептун и Сатурн развернутся конец июня, начало июля. И здесь, конечно же, такое настроение, когда поймете, что надо было трудиться все-таки в мае, потому что в мае все будет даваться легче, чем обычно. Еще раз говорю, при меньших
затратах энергии, да, то есть меньше будете бегать, хотя с Марсом в Овне захочется побегать, будет внутренняя такая сила, внутренняя такая энергия побегать, да, поэтому бегайте, заряжайтесь, делайте свои дела, делайте как можно больше дел, все, что связано с работой. Вторая неделя мая у нас такая достаточно активная, у нас с 9 мая начинает съезжаться Солнце в стелиум с Юпитером и с Ураном, это много возможностей, Солнце в Тельце, естественно, все это добро тоже в Тельце, поэтому здесь ловите много возможностей в работе, в пиаре, в рекламе, в путешествиях, в поездках, в знаниях, в учебе в том числе, потому что, как говорится, квадратура Плутона с Венерой разъедется, но потом съедется квадратура Плутона с Меркурием. И это прекрасное время для учебы, для освоения знаний, для сдачи экзаменов. Вы скажете, что хорошего? Ну, ребят, это хорошо для учебы, это хорошо для экзаменов. Меркурий вообще планета, которая любит напряжение. Ну, мы все ленивые. Наши мозги ленивые, и нам хочется, чтобы вот как-то оно приходилось, но, к сожалению, так заложено природой, что знание дается тяжело. И когда Плутон напрягает квадратурой Меркурий, знания будут даваться легче, экзамены будут проживаться, потому что вот этот накал, вот эти эмоции, они будут уже как бы в закалке, и человек не будет обращать на это внимание. Поэтому прекрасное время для экзаменов, для освоения знаний. Это с 15 по 21 мая. Здесь прекрасно себе учитесь, поглощайте, впитывайтесь, готовьтесь к вступительным экзаменам и тому подобное. Что касается вождению и активности на дороге, конечно же, будьте внимательны в эту неделю на дороге, в активности и тому подобное. Что касается путешествий, все остальное майское время, кроме третьей недели, я все-таки советую путешествовать, отдыхать, расслабляться, расширять свой кругозор. И это отличное, я бы так сказала, такое время, когда можно подпитаться, напитаться, много чего нового узнать, многими навыками овладеть. Пусть это будет за границей, в путешествии, в поездке, либо же это будет как раз-таки дома, там, где вы обычно, но вы просто осваиваете знания, и это нормально. Поэтому здесь, когда на третьей неделе мая будет складываться все не так гладко, как вам бы хотелось, ребята, просто это пройдет. Все проходит, и это пройдет. Поэтому запаситесь тельцовским терпением. Это было про работу. В целом месяц про работу очень продуктивный. Месяц, когда можно много чего внедрить. Первая неделя мая такая достаточно осознанная, напряженная в работе, захочется больше денег, захочется больше плюшек по работе, в том числе больше бонусов, да, захочется не просто бонусов, да, чтобы вот они были какие-то фантики, а захочется таких осознанных, понятных, за что работал, особенно после такого сложного апреля. Еще раз говорю, оставьте в комментариях, какой у вас был апрель, мне очень интересно, потому что апрель у всех был разный. Мне постоянно пишут и говорят, у кого-то совпалось, у кого-то не совпалось с прогнозом, кто-то наоборот просто лежал, ничего не делал после марта и февраля, просто не было сил пошевелить ни рукой, ни головой, и это, ребята, тоже нормально, у каждого свои личные транзиты, в том числе в картах, поэтому это понимайте. Но в целом первая неделя мая будет напряженной, но напряженной будет с точки зрения, чтобы вы поняли, куда вы хотите идти, что вы хотите, сколько вы хотите зарабатывать, что с работой, что с карьерой, хотите ли вы оставаться на прежнем месте, не хотите ли вы что-то новое или больше, хотите ли вы применять свои навыки и знания. Кстати, в мае будет прекрасное время для реализации своих навыков, знаний, возможностей, которые вы боялись раньше кому-то рассказать, с кем-то поделиться, открыться, да, поэтому здесь прекрасно. Прекрасно используйте этот месяц для продвижения. Вторая неделя мая у нас достаточно такая активная, достаточно у нас, я бы так сказала, продуктивная, в том числе начинается она с новолуния в Тельце, и это однозначно, я скажу, что момент, когда необходимо прям-таки
в работу, в силу, вот в направление, куда хочется, зачем хочется, не сидеть на месте, не топтаться, потому что возможностей будет очень много, съезжается большой стелиум в Тельце, и я всегда говорю, ребята, здесь еще и Сатурн будет в прекрасных секстилях к стелиумам планетам, поэтому здесь, ребята, прекрасно действуйте, будет настроение такое рабочее, продуктивное и активное, и здесь, конечно же, нельзя упускать эти возможности, это будет просто печально. Третья неделя мая прекрасна для учебы, еще раз повторюсь, для коммуникаций, для экзаменов, для обучения, в том числе. Для поездок я бы не советовала эту неделю, больше для обучения, для изучения. Последняя, финальная, 4-я неделя прекрасна и идеальна для всего. Я вообще на небе не вижу ни одного напряженного аспекта для того, чтобы не получать плюшки, прибыль, выгоду, внедряться, реализовываться. На небе большой стелиум, пусть даже Солнце уже перешло в Близнецы, но это все равно будет способствовать коммуникации. Стелиум уже там подъезжает к концу мая еще Меркурий к этому стелиуму, да, и здесь получается у нас близнецовско-тельцовский стелиум, когда и коммуникация, и деньги, и продуктивность, и иногда мы ускоряемся, иногда мы знаем, когда остановиться, отдохнуть, и это такой, знаете, очень классный момент для работы, когда ты прекрасно понимаешь, когда нужно отдохнуть, когда нужно погулять, когда нужно приложить максимум своих усилий для того, чтобы что-то делать. Конечно же, потом нас ждет очень интересное лето, по-своему сложно, но про это будет другое видео трехмесячное, да, как я люблю это говорить. А сейчас про любовь. Что про любовь? Про любовь у тельцов на этот май. Конечно же, ребята, первая неделя сложная, когда Плутон в квадратуре с Венерой, это всегда сложно для тельцов. Для тельцов вообще история любовных отношений тесно связана и с финансами, и с взаимопониманием, и с уютом, домом, и с семьей. И здесь такая история, когда вроде бы казалось, что все хорошо, но начало штормить. Особенно первая неделя мая Плутон у нас останавливается и разворачивается. И это тот момент, который нельзя упустить. Естественно, эмоции будут тоже поставлены на стоп, в таком, я бы сказала, состоянии накала. Поэтому здесь будьте внимательны к своим вторым половинкам. Помните, что это пройдет. Придет новолуние 8 мая, и все станет хорошо. Здесь запаситесь терпением, но при этом понимайте, что вы говорите, что говорят вам, отслеживайте это. И потом, когда накал страстей отойдет, сядьте и спокойно поговорите и решите. Конечно же, самые а-ля смелые захотят порвать отношения, все бросить, все испортить и стать такими а-ля свободными. Кто-то уйдет в манипуляцию, кто-то уйдет в слезы, в истерике. Ребята, подождите. Да, неделя будет сложная для любви, но она связана прежде всего с финансами, прежде всего у тельцов в любви не клеится, потому что они считают, что большинство считает, что если у меня есть партнер, что как-то вот оно должно сложиться все вместе, комбо с партнером. Но, ребят, по-разному бывает. На самом деле на планете 700-800 миллионов тельцов, понимаете же, что у всех не может быть одинаково, у всех персональные транзиты, личные и индивидуальные. Даже близнецы рождаются, понимаете, в разнице 5-10 минут, и у них и то уже есть отличия, понимаете? Поэтому, ребят, история такая, что первая неделя мая будет сложно. Потом я в целом не вижу никаких напряженных моментов. Решайте конфликты, разговаривайте, не уходите в обиды. Потому что есть такая история обижалкиных у тельцов, не обижайтесь. В целом для любви хороший месяц, если переживете первую неделю сложностей и кризисов. Но еще раз говорю, ребята, не пылите, все пройдет, проходит и это, и нормально все будет, хорошо. Май вообще, я считаю, среди этой весны прекрасный, благоприятный месяц. Да, естественно, мы не смотрим на мировые события, что там будет происходить и случаться. Мы живем свою жизнь, конечно же, мировые события вносят свой корректив и отпечаток на каждого,
Но, ребят, все-таки мы живем свою жизнь для того, чтобы улучшить этот красивый зеленый шарик. Поэтому да, у тельцов будет все прекрасно в мае. Не говорю розовых единорогов, естественно, но все хорошо и все прекрасно, когда мы трудимся и работаем. Когда мы ничего не делаем, под лежачий камень вода не текет. Поэтому да, мои дорогие любимые, если у вас остались вопросы, оставляйте под этим видео, но обязательно дата, время и место, потому что вас становится все больше и больше. И самым интересным я отвечу. Не обещаю уже, что отвечу всем, потому что силы не хватает ответить всем. Ребят, спасибо, что были здесь, спасибо, что досмотрели это видео до конца. Я желаю вам продуктивного, в тельцовском настроении продуктивного месяца. Делайте, что вам хочется, внедряйте все, что вы давно хотели, загадывайте желания на свои дни рождения. Те, кто уже прошли дни рождения, да, осознайте, потому что этот месяц на самом деле дан вам для осознания и, естественно, для действий. Для вас это первый месяц в своем персональном году, и в нем необходимо действовать. Да? Он для вас как для Овна такой, первый. Поэтому действуйте. Чем больше вы усилий приложите в мае, тем легче для вас будет это лето и уж, боженьки ты мои, осень. Поэтому да, увидимся, дорогие мои любимые, в следующем гороскопе. Отвечу на ваши вопросы. Пожалуйста, оставляйте полные данные. Всего вам доброго и пока-пока.